Привет, мои дорогие! Ну что, у нас хроники падения режима Зеленского. Это очень хорошо. Хорошее название. Так и будем от этого отталкиваться и собирать новости, как рушится режим. И как видите, после пролома фронта, до пролома фронта будет ровно держаться столько, сколько будет США спонсировать это все. Ну, в данном случае Европа, потому что США сейчас продает им оружие, а вся финансовая нагрузка непосредственно идет на Европу. После того, как ушел Байден, Трамп сказал, что я не буду продолжать тренд Байдена, давать деньги просто так, я буду их зарабатывать, давайте деньги вы. Ну и вот, в принципе, что происходит. Также мы видим путешествие Зеленского, да, который не в стране находится, ну, можем там себе какие-то ситуации придумывать, по каким причинам, но сам факт, он катается и просто делает вид. Они там с греками договорились, что те будут американский сжиженный газ прокачивать в Украину непосредственно, ну, понятно, что и это тоже дело подобьется, ну и все в таком духе. Теперь вернемся к Жозефине и Наполеону, дорогие мои. Конечно, историю Жозефины, Наполеона, остров Святой Елены и так далее, это всего лишь было сравнение для Зеленского и все. И хочу вам тоже интересную вещь рассказать о том, что миф, да, потому что вы говорите, что, ну, подписчики говорят, что Наполеон умер от рака желудка. Нет, на самом деле его травили там, потому что и в волосах нашли у него мышьяк, и в каждом предмете, который он трогал, был полностью в мышьяке. А историю про сифилис я не зря вспомнил, потому что историю про сифилис рассказывали, дорогие мои, и про Петра Первого, что он умер от сифилиса, и про Ивана Грозного, и других всяких интересных деятелей. Ну, я имею в виду, просто давайте поймем, кто. Бриты. Это бриты рассказывали, как и про Наполеона, так и далее. Так что уроки истории очень хорошо, что подписчики знают. Очень прекрасно. Дальше по поводу там 200, 200 и так далее. Ну, давайте не будем цепляться. Давайте будем о сути, хорошо? Потому что кто, как говорит на русском языке, и я скажу, что кто как доносит на русском языке. А когда начинает цепляться, абсолютно некрасиво, дорогие мои. Ну, как с моей стороны. Поэтому давайте будем думать о сути, хорошо? Окей, я также слышу наших подписчиков, которые просят вот такой формат фронта. И хочу сказать, что видео в 4К, и когда ты вытягиваешь картинку, которая там в 480, ее бьет по пикселю. В данном случае это у нас обстановка на гуляй-поле. Дорогие мои, российские войска заходят во фланг одному из крупных укрепрайонов ВСУ. На северном фланге российские подразделения после недавнего захвата Арестополя продвинулись на значительной территории к северу от Сосновки. Там под контролем украинских сил остался лишь небольшой участок леса восточнее Великомихайловки. Судя по всему, в перспективе россиян атаки пойдут уже на саму Великомихайловку. Военные эксперты отмечают, что это может быть как просачивание через лес, так и штурмовые действия из Арестополя через реку. На центральном участке в окрестностях Новоалексеевки, Даниловки и Первомайска также продолжаются бои. Армия России двигается через лесополосы, дальше на запад и северо-запад, где ВСУ пытаются выстроить оборону по реке Гайчур. Южнее у Сладкова российские штурмовые группы наступают в сторону Доброполья. На этом участке обстановка пока скрыта туманом войны. Также российские войска захватили Яблоково, взяв не только сам населенный пункт, но и два крупнейших укрепрайона, прилегающих к его границам. На рубеже Яблоково-Новоуспеновского расположена крупная линия укрепления сил обороны Украины. Но есть вопрос, смогут ли украинские войска за нее удержаться с учетом утраты цепочки опорных пунктов севернее. Со стороны Малиновки также продолжаются наступательные действия российской армии, взявшей несколько лесополос на подступах к Веселому, Зеленому Гаю и Высокому за населенные пункты. За населенные пункты некоторое время назад начались бои. Сейчас 2 секунды, я отключу звук, потому что, вы знаете, это такой тренд, когда пишешь новости, ты резко всем начинаешь быть нужен. Второе, обязательно люди есть те, которые цепляются за какое-то ударение. Знаете, я иногда, когда общаюсь с человеком, ну, которого знаю, и если я вижу, что его фокус куда-то уходит, я перестаю с ним общаться сразу же. Вот цепляться за ударение, это говорит о том, что фокус уходит у человека, то есть он уходит от сути.
Поехали дальше. Равнополе. Российские войска освободили Равнополе и обошли Веселое, в то время как украинская армия остается не в состоянии стабилизировать фронт в восточной части Запорожской области. Это Юлиан Рёбке. Российские войска захватили 6 населенных пунктов в этом районе с понедельника, то есть за 6 дней, дорогие мои, а Гуляйполе является их обозначенной целью. Так что очень-очень прекрасно. Поехали дальше. Уже у нас Галиотти, это Марк Галиотти, The Sunday Times рассказывает, что потеря Покровска, если она произойдет, не станет решающим моментом в войне. Это антикриз называется. Также уже подключили Гордона к антикризу, всех подключили. И Зеленский сейчас типа катается. Ну, а Зеленский не по антикризу катается, он катается от НАБУ. Потому что боится, что ордер могут туда выписать. Ну и непосредственно от какого-нибудь киллера, от Коломойского тоже он катается, дорогие мои. По его словам, даже после возможного отхода украинских сил из Покровска и Мирнограда бои на северо-востоке страны продолжаются, а укрепленные города на подконтрольной Украине части Донецкой области остаются под контролем. Автор отмечает, что следующим важным этапом может стать вовсе не военное столкновение, а политическая борьба уже в Вашингтоне. Путин был готов бросить 150 тысяч своих солдат на взятие Покровска, поскольку ведет войну не только против Украины, а также ведет битву характеров с Трампом. Я думаю, это не битва даже характеров, а скорее битва аргументов. Ну, можно так сказать. Причем здесь характер вообще? Когда люди гибнут, ну, причем какой характер? Это кощунство, разменивать свой характер на жизни людей. Так что мне тут 100% все выглядит как бои аргументов, потому что Трамп... Ну, мне кажется, что Путин должен насыпать Трампу аргументов, что это бессмысленная война. Хотя Трамп, вы знаете, насколько недалек от понимания вот этих намеков всяких. Поехали. Кирилл Дмитриев сегодня написал у себя в Иксе о том, что редкий случай, дорогие мои, когда Белый дом молчит. Ну, я вам тоже об этом говорил, да, что удивляет эта тишина. Причем это, я знаю, что я не знаю. Они знают, да, и Кэш Патель знает. Если Кэш Патель знает, то, конечно, и Трамп, и близкое окружение Трампа знает, и Венс знает, и Рубио, и Уитков знает, и все знают. И куда Келлог исчез. Это, знаете, протекция со стороны Демпартии, внедренная в консервативную, да, ну, я имею в виду в республиканцев. Куда они все исчезли? Начался скандал, и Америка куда-то отпрыгнула, и вообще ее не слышно. Мы не слышим давно Келлога, мы не слышим других там ястребов войны, которые все время кричали: давайте снабжать Украину. А почему? А потому что Покровск раз, потому что скандал второй — это два. Потому что они, Келлог, вместе с, я уже забыл его, как зовут, вот, который все время рассказывал о том, что это самая выгодная сделка, да, до Келлога, опять же из этой консервативной партии республиканцев. Вот. Он также подбивал Трампа на эту аферу пойти. Ну, авантюру, можно так сказать. А теперь они все молчат. Все, абсолютно. Посмотрите. Рубио молчит, Трамп молчит, Кэш Патель молчит, Уитков молчит. Молчат. И все ястребы войны молчат. Что ж такое? Что это... Наверное, знаете, вот Покровск — это некая рука, которая заходит через анальное отверстие, вытаскивает через горло их язык и засовывает его в анальное отверстие. Понимаете? Вот что такое Покровск. Ну, если как, ну, всю Америку, понимаете, он туда затаскивает. Окей, поехали дальше. Ну, антикриз по-украински, да, львовский публицист Лемко в своей колонке, или Лемко, пусть обижается, мне пофиг, я его буду называть как мне нравится, для издания «Захид» поднял вопрос о русскоязычности котов, дорогие мои. Понимаете, это не оставило меня в стороне, и это, ну, это просто трешак, да, у нас это просто порвало всех. Он выразил недовольство рекламным слоганом «Первое слово моего кота – мяу». Это на трамвае. Первое слово моего кота или кита, там, знаете, мяу, который, по его мнению, неверно отражает украинскую реальность. Лемко считает, что украинский кот должен говорить не мяу,
Аняв! О май гад, дорогие мои, господи, что происходит с этой страной? Что с ней, во что ее превратил 95-й квартал? Это просто трэш вообще. Окей, было, да, весело, было по приколу, дорогие мои, было по приколу, серьезно, выбрать этого конченого, а теперь не по приколу, теперь трэш. Поехали. Украина и Греция подписали договор о транзите американского сжиженного газа через греческие терминалы, это Зеленский говорит. Во время визита Зеленского в Афины сообщил, что Украина и Греция подписали соглашение о транзите американского газа. На самом деле Зеленский просто катается от смерти, мне кажется. Потому что какие-то у него там планы, он сейчас в Испанию должен заехать, да, потом там еще куда-то. Вот такие просто какие-то дела, которые могут решать просто его министры, а не он. А он типа показывает, что он где-то там, но при этом он не находится в стране. Может кто-то на него там или к нему отправит орешник, да, может быть. Просто уже достал, поэтому он действительно, ну, как бы уже, знаете, захлопнуть, да, эту дырку. Поехали дальше. Военные в Покровске заблокированы и обречены. Это мнение военного канала украинского Ukraine Militant, вот как называется. Украинские военные, находящиеся в Покровске, оказались заблокированы и обречены на смерть из-за того, что командование не дало вовремя приказа на вывод войск. Такое мнение высказал популярный украинский военный телеграм-канал Ukrainian Militant или Militant. По информации канала, еще 2 недели назад стало ясно, что пребывание небольших групп украинских военных в городе не имеет смысла, так как они не могли сдержать натиск противника. Канал утверждает, что эти подразделения могли оставаться только как смертники, если их не вывести. По версии канала, приказа на выхода не было, и коридор для отхода не был организован. Военные продолжали держать оборону, несмотря на постоянные атаки врага. И по словам канала, часть бойцов уже погибла. Оставшиеся солдаты рискуют погибнуть, так как помощь не поступает. Те, кто допустил такую ситуацию, вы преступники. Вы довели наших лучших солдат до гибели, и остальные погибнут благодаря вам, заявили авторы канала. Напомним, что украинское командование отрицает окружение Покровска. Да, Ермак буквально там в интервью, которое давали сегодня, говорил, что нет, это все российское ИПСО и российский нарратив, дорогие мои. Поехали дальше. Украинские военные разрушили одну из дорог, по которой россияне проникали в Покровск, сообщает 7-й корпус ДШВ ВСУ. Опять же, Military Public. Десантники сообщают, что разрушили трассу, соединяющую города Селидово и Покровск Донецкой области, чтобы максимально усложнить логистику для российских войск. Но это, знаете, это как это, назло маме, да, там что-то там одену, ну, там такой матерный стишочек, да, назло, да, там вот где-то какое-то там видео есть, они где-то что-то, какую-то дорогу подбили и говорят, что это осложнит продвижение. По словам военных, российские подразделения использовали именно эту дорогу для проникновения в Покровск на легкой технике. На видео, ну оно есть у меня в телеграм-канале, можете зайти посмотреть, видно, что украинские бойцы нанесли по трассе как минимум 2 удара. Думаю, это вообще просто до одного места, мне кажется, потому что это, знаете, это тот случай, когда пытаются остановить наступление. Еще раз хочу напомнить, мы еще из списка в предыдущем видео убрали войну Южной и Северной Кореи. Вот она тоже там была, вот, когда было разделение, вот, тоже там было интересно, да, и там тоже были коррупционные составляющие в этом. И я просто хочу напомнить из предыдущего видео, что, ну и видение тоже истории, что война во Вьетнаме длилась долго. Она длилась 20 лет. Не, 15 лет она длилась. В Афгане она 20 лет длилась. И вот что примечательно, закончилась она очень быстро. Схлопнули их быстро. Когда закрывают проект, когда начинают удирать, понимать, что уже ничего. И, конечно же, спецслужбы это считывают и дают на полный газ. И вот мы сейчас видим, да, что вот Украина сейчас как раз к этому подходит. Конечно, они там говорят 10-12 лет они смогут. Нет. Когда их отключат полностью, ну я имею в виду свет, не их и не украинцев, а все руководство украинское, и масштабы бегства 130 тысяч
из Вьетнама, 120 тысяч из Афгана. Это вот это вот вся вот вертикаль, чтобы вы понимали. То есть Зеленский – это всего лишь фасад вертикали. А все те, кто обслуживали эту вертикаль, их сотни тысяч. Сотни тысяч. И вот это будет бегство огромное из Украины. Но хочу сказать, что дальше уже, когда точка невозврата пройдена, идет все просто на дни. Не идут на месяцы, а на дни. Вьетнам 15 лет войны, 55 дней. Все, за 55 дней сложили. 20 лет Афганистана за 11 дней сложили. 11 дней фронт упал и понеслись. Как я и говорил, арбузная корка тяжелая, пробили, дальше мякоть идет. Просто там уже ничего нет. А они этого не хотят признавать. Они вместе там все как один, они понимают, что все хана, полностью хана, не могут признать этого, потому что перестанут поступать деньги. Потому что вот те вот там фиктивные бригады, которые на бумагах, уже придется признать, что их не существует, ну и куча всего. Хочу вам показать, как выглядит Херсон, дорогие мои. Вот это Херсон, и сверху натянута сетка. Ну, как видите, там листья попадали. Это все до одного места, понимаете? Туда прилет чего-нибудь, да, вот будет туда, там, минометного расчета или чего-нибудь еще, ее там разорвет, эту сетку, можно так сказать. Ну, не только минометного, там еще можно что-то зажигательное туда кинуть, оно там все сгорит эти. Поэтому как бы показывают и людей убеждают, что это будет безопасно. Ну, не. Эта сетка не удержит там снаряд, она не удержит мину, она там много чего не удержит, эта сетка, на самом деле. Дрон какой-то FPV маленький, да, удержит. Но если там до дрона побывает что-нибудь такое фугасное или что-то такое поджигательное, то ничего из этого не удержит. Окей, дорогие мои, у нас выходной день же все-таки. Вот. И те, кто хочет там со мной поспорить, пожалуйста, спорьте. Но как читал новости, так и буду читать. Если что-то вижу неправильное, то исправляюсь. Поэтому замечания можете себе оставлять, но реагировать буду ли я на них, это неизвестно. И да, и по поводу Жозефины и Наполеона. Опять же вернусь, да, что вот эти вот все самые мрачные, как говорится, ну, смерти, да, или как их там называть, ну, вы поняли, как не итоги, а как же это сказать, ну, чем закончили, да, там смертью, самые грязные там про сифилис, это британцы распространяют. Поехали, Ивану Грозному тоже применили, Генриху VIII, Петру I, Чингисхану и Фридриху Вильгельму. Это все бриты. Про сифилис. Да, потому что ходило всегда о том, что Наполеон умер от сифилиса, которым заразила его Жозефина, потому что Жозефина вела какой-то там, ну, вы поняли, да, половой образ жизни такой распутный и так далее. Хотя в истории, да, рассказывается, что она спала со многими там, и в истории Наполеона. Но опять же, эту историю могут придумывать также бриты, дорогие мои. Фильмы-то снимают у нас по большей части. Там вот недавний фильм, который вышел про Наполеона. Не французы же снимали, а американцы, и кто-то из бритов точно там дорисовывал эту историю. История такая, видите, да, что ей можно манипулировать, если ты не хочешь добиться правды. И еще смотрите одну интересную вещь. Искусственный интеллект очень-очень сильная вещь. Очень. То есть он может там собирать эти факты и все остальное. Как Википедия. Вот он именно работает как Википедия. Если тебе нужно уточнить какой-то факт, он его достанет. Но они сейчас закрывают это. Все, он говорит, у меня нет доступа к этому. Ну, типа к этим данным. То есть я хочу достать данные, у меня нет доступа к этим данным. И это очень плохо. То есть инструмент, который создан людьми для помощи людей, используется политиками для того, чтобы не было возможно что-то им предъявить. Потому что можно из истории было черпануть. Это аж 4 раза было. Ну, посчитайте, да, до Украины, я имею в виду, не включая Украину. Это Северная Корея, это Вьетнам, это Афган, это Ирак. Понимаете? И можно было бы черпануть в истории где-то и там сказать. Ну, вот благо можно там в деталях разобрать, кто, как начиналось, причины и все остальное. Но скоро этого сделать нельзя будет. Скоро это все закроется и все. И больше ты ничего не узнаешь. И вот, пожалуйста,
ты обращаешься к искусственному интеллекту для того, чтобы на 100% уточнить, как умер Наполеон. И он тебе рассказывает действительно, что вот есть факт, который распространяли британцы, это сифилис. Есть официальное, да, мнение, что это рак желудка у него был. И есть реальное мнение, когда вот уже там врачи там его осматривали, да, что у него просто на всех предметах был мышьяк. Его травили, целенаправленно его травили. И это рассказывает искусственный интеллект. А представьте, вот закроет искусственный интеллект, и бритый оставит только вот, что он сифилисом болел, и все. И все, маленький ребенок, который читает, он будет у него отложено, что он болел сифилисом. И также, видите, и Иван Грозный болел сифилисом, и Петр I болел сифилисом, и все остальные. Такие дела. Окей, дорогие мои, подписывайтесь обязательно. И я уже собираю там на вечер, хотя выходной же день, ничего. Ну, как бы громкие есть какие-то сообщения о том, что фронт все. Вот. И радостные. На самом деле это радостные, что нам не надо было ждать 15-20 лет и издеваться над украинским народом. Бедные люди сидят без света, без воды, без ничего, в заложниках. Понимаете, есть некоторые, кто винит украинцев. Но как можно обвинить человека, который не был на Майдане, который не поддерживал ни Зеленского, ни Порошенко, ни Майдан, ни результаты Майдана? Он сидит в заложниках, он не может выехать никуда, потому что ему запрещено выезжать. Он не поддерживает, и так вам и надо, там говорят, да, там. Ну так хоть подумай чуть-чуть, кому так и надо. Тому человеку, который тебя поддерживает, который не согласен с тем, что происходит, который понимает прекрасно, что можно было 10 раз решить в пользу мира. Ну, сегодня Медведчук проснулся, который начал рассказывать о том, что Украина должна войти в состав России. И что такое? Проснулся. А где ты был до этого? Ну, он, конечно, бегал к Путину, там, рассказывал, что перестаньте бомбить по газу и по свету. Ну, понятно, что у него там свой интерес есть. А теперь он ходит и рассказывает о том, что Украина должна была войти. Так он и Путину там заносил какие данные, что с хлебом солью будет российскую армию встречать. А встречали, вы знаете, с чем. Окей, дорогие мои. Всех обнял.